Истории Инки из Лапландии. Шаманка Инка и последний рев Мохты. Часть 3. Обезумевшие от горя родители пришли к Инке. Их сердца были полны тревоги, они едва сдерживали слезы, надеясь, что шаманка поможет им понять, что произошло с их сыном. «Здравствуй, Инка!» — воскликнула мать. «Мы не знаем, что случилось с нашим сыном. Он не вернулся с праздника. Нилос часто убегал в лес, но навсегда возвращался, а сегодня нет, не вернулся». «Мы искали его всю ночь», — добавил отец, его голос дрожал от страха. «Он любил тишину, уединение, но никогда не исчезал надолго. А теперь будто в землю провалился. Ни следа». Инка взглянула на них. В ее глазах таилось нечто глубокое и древнее. Она уже знала ответ. «Ваш сын?» — произнесла Инка тихо. «Нилос был украден». Родители переглянулись в растерянности, страх в их глазах рос с каждым словом шаманки. «Кто? Кто мог украсть его?» — спросил отец, сжимая руки, будто пытаясь удержать нарастающее отчаяние. «Мохта!» — прошептала Инка. «Медведь, оборотень!» «Медведь-оборотень!» — выдохнула мать. «Это же вымысел, сказка, чтобы пугать детей!» «Нет!» — покачала головой Инка. «Он реален, и он забрал вашего сына». Давным-давно Мохта был хранителем лесов, стражем равновесия между светом и тьмой. В его душе жили 10 умов, мудрых, как 1000 старцев. Он был велик, как сама гора, и глубок, как вечность. Но однажды Мохта возгордился. Ему показалось, что без него мир рухнет, что свет держится только на нем. И тогда он обратился к солнцу. «Отдай мне частицу своего света», — сказал он, «чтобы я мог хранить мир вечно». Но солнце ему ответило: «Никто не может быть хранителем вечности. Свет принадлежит всем, и потому не принадлежит никому». Мохта не послушал солнца. Он попытался схватить солнечный луч и спрятать его в своем сердце. Но солнечный свет не терпит плена. Он обжег Мохту изнутри, и сердце его обратилось в пепел. В тот миг, когда боль ослепила его, из сумрака тундры вышла Рута. Древний дух болезней, злобы и смерти. Самое коварное зло, что когда-либо касалось земли. Она склонилась над Мохтой, над телом, что уже не дышало, над грудью, где вместо сердца тлел пепел. «Я сохраню тебе жизнь», — прошептала она голосом холодным, как лед. «Но плата будет велика». Мохта поднял взгляд, мутный, затуманенный страхом. «Что ты хочешь?» — ответил он. Рута улыбнулась тонко, без тени тепла. «Детей», — сказала она, — «каждые 300 лет ты принесешь мне одного ребенка. Сердца будешь прятать в пещере. Одно сердце за 3 века твоей вечности. Ты возьмешь сердце себе, чтобы жить, а тело отдашь мне». Она протянула руку, и воздух взорвался вспышкой черного света. Стаи ворон сорвались с деревьев, и над ними прокатился гул, похожий на далекий рев. Тьма закружилась вокруг, как дым от угасающего костра.
И Рута произнесла: «Я даю тебе 3 дня, чтобы похитить первого ребенка. Если не успеешь, умрешь окончательно». С этими словами она исчезла, растворилась в воздухе, оставив после себя след гари и пепла. А из тела Мохты вырвался крик, звериный и человеческий одновременно. Пепел закружился, поднялся в воздух, земля содрогнулась, треснули камни, и когда все стихло, на месте человека стоял зверь, огромный, с глазами, в которых горели 2 уголька, то ли человеческие, то ли звериные. Тогда впервые Мохта украл невинное сердце ребенка и отдал тело Руту. Такова стала его вечность, вечность без сердца, без сна, без покоя. И первое похищенное сердце, с которого началось проклятие, билось в пещере под камнем, в корнях черного дерева, там, где даже свет не смеет касаться земли. С тех пор Мохта стал оборотнем. Он жил среди людей, скрываясь под человеческим обликом, а когда приходило время, он слышал зов Руты. Тогда человек исчезал, и на его месте пробуждался зверь. Он забирает сердца у детей, чтобы продлить свое существование. Каждые 300 лет он ищет новое сердце, живое, чтобы заменить старое, истощенное временем. Отец сжал зубы, мать застыла, будто окаменев. «Ваш сын стал его новой добычей», — продолжала Инка. «Старое сердце угасает. Оно бьется в темноте под сплетенными корнями огромного черного дерева, освещая логово холодным светом. Когда этот свет начнет исчезать, Мохт обложит туда новое, сердце вашего ребенка». Это невозможно!» — прокричал отец. «Но еще не все потеряно. Ваш мальчик не мертв. Он спит в логове Мохты между сном и смертью. Есть способ пробудить его и вернуть», — сказала Инка. «Скажи, что нужно сделать? Мы готовы на все!» — умоляла мать. Инка кивнула и протянула серебряный колокольчик. «Этот колокольчик поможет вам. Он усыпит Мохту, правда, ненадолго. Оборотень никогда не спит, но звук волшебного колокольчика способен пробудить в нем воспоминания о времени до Руты. В этот миг вы должны разбудить сына не голосом, а сердцем. Вспомните все светлое, что связывает вас. Пусть он почувствует это, пусть захочет вернуться». «Мы сделаем это! Мы его вернем!» — сказал отец. «Тогда поторопитесь. Но помните, если вы не сможете пробудить сына, его сердце останется у Мохты навсегда». С этими словами Инка вложила колокольчик в ладони матери. Сухой пасмурный лес встретил их гнетущим молчанием. Ни птиц, ни шелеста, лишь давящая тишина. Высохшие деревья стояли, как мрачные великаны, чернее в блеклом свете, будто сами затаили дыхание. Воздух был вязким, густым, как смола. Деревья скручивались, как когти чудовищ, ветви свисали, словно петли. Корни тянулись к ним, пульсируя зловещим светом, будто были живыми, будто жаждали коснуться их ног. Мать сжимала в ладони колокольчик. Он дрожал в ее пальцах, словно знал, что час настал. Отец шагнул вперед, заслоняя жену. «Здесь нельзя идти медленно»,
«Только вперед!» — сказал он, и они побежали. Лес пытался удержать их. Один корень метнулся, сбив мать с ног. Ветка хлестнула по плечу отца, оставив алый след. Но они не останавливались. Только звон колокольчика раз за разом отгонял живую тьму. Отец вглядывался вперед, и в его глазах промелькнула тень сомнения. Перед ними раскинулось черное, безбрежное болото. Оно лежало как ночь без звезд, как застывший страх. Ни берега, ни отражения, лишь гладь холодная, как сама пустота. И вдруг — дзынь! Колокольчик зазвенел сам по себе, мягко, как голос из другого мира. Звон пронесся над болотом, и в ту же секунду на черной глади возникла светящая тропа, извилистая, как лунный луч, прорезающий мглу. Тропа дрожала и переливалась, словно была соткана из света и древней силы. Они переглянулись и, не опуская рук, сделали шаг. Родители не провалились в болото. Напротив, оно держало их. Шаг за шагом они шли через мрак, через страх. Колокольчик звенел и с каждым звуком рассеивал тьму, будто прогоняя чей-то невидимый взгляд. Когда они пересекли болото, перед ними выросла огромная пещера, над которой возвышалось гигантское черное дерево, древнее, как сама тьма. Его кора потрескалась от времени, будто в нем спала тысячелетняя боль. Ветви, похожие на костлявые пальцы, тянулись к небу, вырывая из него остатки света, и дрожали от шепота, будто дерево помнило все. Каждое украденное сердце, каждую неотпущенную душу. Листьев на нем не было, лишь сухие, окаменевшие отростки. Между корней струился тусклый свет, ровный, как дыхание угасающей звезды. Это было не просто дерево, страж логова, сосуд памяти Мохты, вобравший в себя и его страх, и его силу. Отец замер, сжал кулаки. «Это здесь! Мы нашли его!» — прошептал он. Изнутри донесся низкий сдавленный рык. Земля под ногами едва заметно дрогнула.